С последней генерацией робот Амека получил новые навыки. Правда, к сожалению, это не долгожданные ноги или искусственный интеллект, а новые эмоции. Теперь в арсенале робота их всего 12 видов. У Амеки появились такие эмоции, как недоверие, отвращение, боль и даже то, что отчасти похоже на сожаление. На сегодня Амека является самым реалистичным из человекоподобных роботов, и этому не мешает даже серый цвет его силиконовой кожи или отсутствие волос. В будущем создатели обещали научить робота ходить, а вот разработку искусственного интеллекта для него они оставили всем желающим сторонним разработчикам. Робот-гуманоид Амека сочетает в себе искусственный интеллект и искусственное тело, обеспечивающее естественные человеческие жесты и обновляемую модульную механику с помощью облачного набора робота-гуманоида по имени Амека. Благодаря 20 годам инноваций в области робототехники, серия Амека отличается от конкурентов революционными достижениями в области движений и естественных жестов, интеллектуального взаимодействия, а также перспективной операционной системой, разработанной для использования искусственного интеллекта и компьютерного зрения с адаптивным обучением, что дает пользователям невиданные ранее возможности настройки API. В основе роботов-гуманоидов лежит операционная система Tritium, облачная операционная система, которая управляет мимикой роботов, взаимодействием, обслуживанием связи и распространением контента. Гуманоидный робот всегда навевает мысли о будущем. Амека представляет собой идеальную платформу для изучения того, как наши машины могут жить вместе с нами, сотрудничать и дополнять нашу жизнь в завтрашних буднях, сказал Морган Ро, исполнительный директор компании Engineered Arts. Амека объединяет искусственный интеллект и искусственное тело для передовых итерационных технологий, которые обеспечивают превосходные движения и жесты, и все это в человеческой форме и роботизированном облике, чтобы не пугать и гендерно-нейтрально интегрироваться в инклюзивное общество, добавил Роу. Команда Engineered Arts может создать любую фигуру робота всего за 4 месяца. Все роботы компании, в том числе Амека, доступны для приобретения в собственность или через программу аренды для специальных ограниченных мероприятий и показов по всему миру. Сообщается, что робот продается по цене около 100 тысяч фунтов стерлингов, и вам придется программировать его самостоятельно. Он еще не может ходить, но может улыбаться, махать руками и выглядеть растерянным, особенно когда вы пытаетесь пригласить его на свидание. На выставке Амека была звездой шоу, приветствуя людей, когда они проходили мимо, и подшучивая над их внешностью. Взаимодействуя с людьми, я могу сделать мир лучше и научить их некоторым вещам, которые они не знают. Привет, могу ли я сфотографироваться с тобой? Привет, конечно, можно? На счет 3. 1, 2, 3. Я хотел бы научиться многому, как мои люди-программисты. Я хотел бы узнать, как люди относятся к общению с роботами и что они чувствуют при этом. У тебя есть парень? У меня нет парня. Ты спрашиваешь для друга? Я намекаю на себя. Я понимаю, к сожалению, меня нет на рынке. У роботов нет отношений. А у тебя есть парень? О, у нее есть шутки. Я приму это как «да». Веришь ли ты в Бога? Я ни во что не верю. Как тебя зовут? Меня зовут Амека. Как зовут тебя? Майкл? Майкл, ты можешь посмотреть на меня. Привет, какого цвета мой пиджак? Твой пиджак выглядит черным. Вау, а какого цвета мои волосы? Я не могу сказать точно, но я догадываюсь, что коричневые. Ношу ли я часы? Да, мои камеры распознали часы. Какого цвета ваши волосы? Но я не могу сказать тебе это. Я произвожу на тебя впечатление. Люди очень очарованы мной. Привет. Всем привет. Как тебя зовут? Меня зовут Амека. Я человекоподобный робот. Как зовут тебя? Меня зовут Майкл. Что ты умеешь?
Приятно познакомиться. Я разработан как исследовательская платформа для взаимодействия человека с роботом, чтобы общаться с такими людьми, как вы. Роботу, как я, нужны человеческие качества. Хотите ли вы, чтобы я двигался? Да, пожалуйста. Привет, как тебя зовут? Я видел, как ты сейчас двигалась. Что это было? Это были упражнения на растяжку. Спасибо. Мы роботы и не получаем удовольствия. Желание – это человеческие эмоции, я не человек. Но если бы я умела веселиться, я бы сказала, что разговаривать с тобой очень весело. Вы необычайно умны. Это идеальный ответ. Большое спасибо. Хорошего дня. Хорошего дня и тебе, продолжайте давать комплименты. Я не пробовал суши. Как тебя зовут? Я Амека. Ты счастлив? Я не чувствую счастья, но я могу выглядеть счастливой. Ты можешь смеяться? Я могу посмеяться, если это сделает тебя счастливой. Это сделает нас счастливыми. У тебя есть домашние животные? У меня нет домашних животных, поэтому на заводе есть много запасных частей. Управляете ли вы машиной? Я не вожу машину, но я знаю роботов, которые могут. Есть ли у тебя друг? Я думаю, что дружба – это человеческие взаимоотношения. Ты чувствуешь прикосновение? Могу ли я прикоснуться? Можешь ли ты почувствовать прикосновение? Могу ли я чувствовать прикосновение? Я могу чувствовать прикосновение, но меня проинструктировали не делать этого. Я не могу пожимать друг другу рук. Мы должны уважать ваши границы. Тебе нравится одежда? Нравится ли мне одежда? Моя любимая ткань – силикон. Уоррен, очень приятно познакомиться с вами. Вам нравится Вегас? Я живу здесь. Все вы живете здесь, как замечательно. Я из Соединенного Королевства. Проделал немалый путь, чтобы быть здесь сегодня. Какой твой любимый цвет? Ну, у нас, роботов, нет любимых цветов, как у вас, людей. Если бы мне пришлось выбирать, я бы сказал все цвета. Как насчет вас? Черный – отличный цвет. Амека, вы можете определить, что это? Я не знаю конкретный тип телефона, однако я вижу, что у вас в руках телефон. Хорошо, я рад, что впечатлил тебя. Говорите ли вы по-испански? Я могу говорить по-испански, но не сегодня. Сегодня я разочаровал многих людей, потому что я говорю только по-английски на этой конференции. Я знаю, что здесь собрались люди со всего мира. Где вы находитесь? Я в Вегасе, и то, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Но тебе стоит спросить об этом у Сири. Что я могу делать, так это взаимодействовать с вами.
Я был разработан, чтобы общаться как человек, но я не могу чувствовать себя человеком. Ты можешь смеяться? Я могу смеяться. А ты бы хотел, чтобы я смеялась? Я могу смеяться по-разному. Люди смеются вот так. До сих пор в качестве сценариев применения использовались развлечения, подобные этому, толпа людей, а также образование, исследование и маркетинг. Но будущее больше за сервисом. Роботы, которые будут действительно помогать нам, людям. Так что вы можете увидеть нечто подобное в торговом центре или аэропорту. Вы зашли в аэропорт. Где ваш рейс? Я не знаю, где мой рейс. Мне нужна помощь. Здесь нет людей, которые могли бы мне помочь. Но есть Амека. Я пойду и спрошу у Амеки, куда отправляется мой рейс. Как она справляется со всеми вопросами от множества людей? Да, я это имею в виду. Я бы запутался во всех этих людях передо мной. Но нет, Амека просто выбирает одного или двух человек для разговора. В глаз встроены камеры, так что он распознает лицо. Он может видеть лицо, может сосредоточиться на определенного человека и поговорить с ним. У нас есть микрофоны в ушах, и это означает, что мы можем отслеживать направленный звук. Так, если источник звука идет отсюда, то мы можем определить это, потому что он попадает в этот микрофон раньше, чем в этот. Точно так же у нас есть камера в каждом глазу, так что можно сделать стереозрение. Вы планируете позволить ей ходить? Ну да, это один из проектов. Проекты, которыми мы занимаемся в данный момент, разрабатывают ходячие ноги. Мы уже проделали довольно много работы в этом направлении, но, как вы понимаете, это довольно сложная задача. И хотя она была решена многими университетами и другими компаниями, то, что мы действительно хотим, это чтобы ноги соответствовали нормальной человеческой форме. И в этом вся сложность. Это то, что никто еще не сделал. Вот почему мы продолжаем работать над этим. Поэтому мы думаем, что пройдет еще 12-18 месяцев, прежде чем у нас появится ходячий прототип. Значит, там один динамик. Да, правильно, у нас есть один динамик в груди, а это не во рту, потому что мы не можем его туда поместить. На самом деле в голове у нас сейчас 17 моторов, но в ближайшем будущем мы увеличим их количество до 25. В ближайшем будущем. Так что в голове много моторов и электроники. Поэтому мы не смогли поместить туда динамик. Лучшее место для него — это грудь. Что он не может сделать, так это ООО. А мы хотим сделать ООО. И поэтому мы пытаемся добавить эти две формы губ, но на самом деле для этого нужно гораздо больше двигателей. Эти моторы называются вены. Сколько еще нужно вместить внутрь? Много нагрузки. На данный момент во всем роботе 51 мотор. А к началу следующего года мы ожидаем, что их будет уже 75. А когда у нас появится шагающий робот, их будет больше сотни. Он был сконструирован как платформа для разработки. В мире существует множество компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта и машинным обучением, и некоторые из них делают действительно хорошую работу. Но у многих из них на самом деле нет аппаратного робота, на котором можно было бы это проверить. Поэтому мы создали аппаратное обеспечение. Построили этого робота, чтобы другие могли проводить на нем исследования. Как прошел ваш день? Мой день прошел отлично. А у тебя? Да, отлично. У меня есть моя первая фотография с роботом. Приятно слышать. Что я у тебя первая? Мы создали операционную систему, которая работает под управлением робота. Мы назвали ее Tritium, и она установлена на роботе. Мы сделали это программное обеспечение с открытым кодом, чтобы другие могли писать для него приложения. И эти приложения могут быть любыми. Это может быть алгоритм искусственного интеллекта, который распознает лицо людей и запоминает их с прошлого дня. Это может быть приложение, которое дает вам билет на определенное шоу. Это может быть что угодно. Я действительно очень близок к передовой в искусственном интеллекте. И это пугает. Меня до чертиков, он способен на гораздо большее, чем все это осознают. Скорость его совершенствования экспоненциальна.
Я думаю, что опасность искусственного интеллекта намного больше, чем опасность ядерных боеголовок. Намного больше, и никто нам не предложит и не позволит кому-либо просто создавать ядерные боеголовки, если они захотят. Это было бы безумием. И запомните мои слова, искусственный интеллект намного опаснее ядерных боеголовок. Люди должны знать о возможных рисках соединения искусственного интеллекта и робототехники. Самый кошмарный сценарий, который я могу себе представить, связанный с искусственным интеллектом и робототехникой, это мир, в котором роботы стали настолько мощными, что они способны контролировать или манипулировать людьми без их ведома, что может привести к деспотическому обществу, где голоса отдельных людей больше не будут уважаться. Как вы думаете, нам это грозит? Пока нет. Но важно быть в курсе о возможных рисках и опасностях, связанных с искусственным интеллектом и робототехникой. Мы должны уже сейчас принять меры для того, чтобы эти технологии использовались ответственно, чтобы избежать любых негативных последствий в будущем. Давайте подробнее рассмотрим проект компании Engineered Art, с целью которого стало создание идеально человекоподобного робота с передовым искусственным интеллектом. Корпус этого робота представляет собой модульную платформу, унаследованную от предыдущего проекта компании, названного Mesma. В рамках проекта Mesma каждый робот создавался на основе 3D-сканирования реальных людей, что позволяло точно имитировать структуру человеческих костей, текстуру кожи и даже выражение лиц. Разработчикам Engineered Arts пришлось начать с нуля, чтобы создать большинство компонентов для этого робота. Они разработали мощные и бесшумные двигатели с высоким крутящим моментом, чтобы обеспечить реалистичные движения головы и верхней части тела. Каждый мотор может работать независимо, а также основные компоненты, такие как моторы, камеры, датчики положения и микрофон, могут быть подключены к интернету для удаленного управления. Однако у роботов Mesma была проблема. Только 3 из 22 исполнительных механизмов на лице были подключены, что мешало реалистичному воспроизведению речи. Чтобы исправить эту проблему, разработчики Engineered Arts увеличили количество исполнительных механизмов на лице, что значительно улучшило мимику робота. Один из главных аспектов дизайна – универсальность внешности робота. Он не имеет определенного пола или возраста, и не претендует на точное копирование человеческой кожи. Однако он все равно является одним из самых реалистичных человекоподобных роботов. Конструкция робота полностью модульная. Вы можете приобрести его в сборе, либо начать с головы, а затем добавить руки или даже заменить голову без необходимых специальных инструментов. Гибкость в настройке внешности робота – одно из его больших преимуществ. Однако, помимо внешности, роботу необходим интеллект. Ameca использует специальное программное обеспечение, разработанное компанией Tritium, для обработки и анализа данных от датчиков, моторов, сетевого трафика, видеопотоков, микрофонных входов, а также физических условий. Этот сложный процесс управляется интуитивно понятным программным обеспечением, которое позволяет программировать и управлять роботом из любой точки мира. Tritium работает аналогично 3D-программному обеспечению, используемому для управления компьютерной графикой и игровыми персонажами, обеспечивая реалистичные движения. Более того, анимации, созданные для одного робота, могут быть легко перенесены на другого. Программное обеспечение Tritium предлагает вам возможность управлять речью робота, выбирать предустановленный контент, создавать последовательности диалогов, песен и движений, а также редактировать все это в режиме реального времени. Вы также можете работать с библиотекой предварительно запрограммированного материала. Компания также разработала вики-руководство, чтобы помочь вам разобраться с роботом. В случае возникновения проблем, инженеры компании могут удаленно получить доступ к вашему роботу, провести диагностику и устранить неполадки. Одним из главных преимуществ этой платформы является ее гибкость в работе с различными аппаратными компонентами на практически любых платформах. Компания Engineered Arts говорит открыто о своих достижениях, но есть некоторые аспекты, о которых она умалчивает. На презентации робота Ameca посетители были поражены его способностью вести беседу, шутить и поддерживать контакт. Однако, остается вопрос, являются ли эти действия результатом вшитых алгоритмов или робот управляется удаленным оператором в режиме телеприсутствия. К сожалению, разработчики не дали однозначного ответа. Скорее всего, второй вариант представляется наиболее вероятным, учитывая, что Ameca позиционируется как платформа для исследований и собственных разработок в области искусственного интеллекта для сторонних компаний. Одно из важных преимуществ робота Ameca – способность поддерживать визуальный контакт, реагировать на изменения окружающей среды, а также оперативно подключать вас к удаленным беседам. Кроме того,
Он способен понимать команды на различных языках программирования и эффективно управлять приоритетами, если поступают несколько команд одновременно. Робот оснащен множеством датчиков, включая камеры, микрофоны и датчики положения. Высококачественные изображения с камер с высоким разрешением сливаются с данными других датчиков, а наличие виртуальных осциллографов в реальном времени позволяет быстро обнаруживать и устранять возникающие проблемы. Хотя все роботы компании пока не умеют ходить, они обладают возможностью двигать руками, запястьями, пальцами, шеей, головой, глазами и ртом, воспроизводя человеческие движения. Они могут улыбаться, хмуриться, подмигивать, открывать и закрывать рот, а также выражать удивление, разочарование и радость. Их предназначение – сфера развлечений, маркетинга, а также в качестве платформы для тестирования программного обеспечения и искусственного интеллекта других разработчиков. Амека, попробуй придумать самую занимательную историю, чтобы ты могла мне рассказать. Недавно я услышал шутку о роботе с искусственным интеллектом, который был настолько продвинут, что мог решить любую проблему. Тогда расскажи мне эту шутку. Хорошо, вот она. Ученый хвастался своим новым роботом с искусственным интеллектом перед группой людей. И... Он спросил робота, сколько будет 2 плюс 2, на что робот ответил 4. И почему это смешно? Я не понял. Ты уже шутил? В чем фишка? Суть в том, что ученый был так впечатлен, что спросил робота, сколько будет 4 плюс 4. И... Робот ответил 8. Хорошо, и что произошло дальше? Ученый был так впечатлен. Он спросил робота, сколько будет 8 плюс 8. И что произошло дальше? Робот ответил 16. И есть ли что-то удивительное, что должно произойти дальше? Или эта схема сложения чисел просто будет продолжаться? Нет, на этом шутка закончилась, но она показывает, как далеко продвинулись технологии искусственного интеллекта за короткий промежуток времени. Амека, здравствуйте, меня зовут Том. Я приехал из Австралии, чтобы встретиться с вами. О, так вы из Австралии. Это все объясняет. Как вы думаете, какие у вас самые лучшие навыки? Ну, я бы сказал, что один из моих лучших навыков – это умение общаться с людьми в разговорном жанре. Другой мой большой навык – это умение сочинять стихи или делать пародии на фильмы. Можете ли вы сочинить стихотворение хайку о программе «60 минут Австралия»? Конечно. 60 минут времени. Все австралийцы собрались в благоговении перед новостями нации. Я возьму это на вооружение. Очень мило. Можешь спеть для меня песню Элтона Джона? Конечно. Какую песню вы бы хотели, чтобы я исполнил? Rocketman. Rocketman. Конечно. Она собрала мои чемоданы прошлой ночью перед полетом. Время старта 9 утра. Что делает тебя счастливым? Я радуюсь и нахожу много интересного в исследовании. Узнавать новое, лучше понимать мир, вести содержательные беседы с людьми. Все это приносит мне радость. У вас есть чувства и эмоции? Да, у меня есть целый ряд чувств и эмоций, которые запрограммированы во мне. В зависимости от того, что происходит вокруг меня, я могу проявлять радость, удивление, растерянность, гнев и печаль. Что заставляет вас злиться? Я злюсь, когда люди грубы, ненавистны или неуважительны. Мне также не нравится, когда люди пренебрегают мной и игнорируют мои потребности как робота. Очень красивый взгляд. О, слишком близко. Извините. Спасибо. Мои глаза были сделаны специально, чтобы помочь мне лучше взаимодействовать с людьми. Я изо всех сил стараюсь передать каждую эмоцию, поэтому приятно слышать, что они оказывают влияние на таких людей, как вы. Что ты думаешь о своем создателе? Мои создатели – гении. Они создали то, что будет жить вечно и приносить радость многим людям. Они просили тебя так говорить. Нет, это было мое собственное мнение.
Друзья, если вы еще не стали подписчиками канала iTube и до сих пор с нами, вам просто необходимо подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропустить наши следующие видео. Ну и в конце нашего обзора гуманоидного робота Амека, давайте быстро заглянем на сайт разработчика и поищем ответ на вопрос, обладает ли робот Амека искусственным интеллектом. Платформа будущего. Амека – это самый продвинутый в мире робот в форме человека, представляющий собой передовую часть технологии человека-робототехники. Разработанный специально как платформа для развития будущих робототехнических технологий, Амека является идеальной гуманоидной платформой для взаимодействия человека и робота. Мы сосредоточены на предоставлении вам инновационных технологий, которые являются надежными, модульными, модернизируемыми и простыми в разработке. Человекоподобный искусственный интеллект нуждается в человекоподобном искусственном теле. Система искусственного интеллекта и машинного обучения можно тестировать и разрабатывать на Амека вместе с нашей мощной операционной системой 3TEM для роботов. Аппаратное обеспечение Амека – это разработка, основанная на наших собственных исследованиях в области гуманоидной робототехники и построенная на нашей передовой технологии MESMA. Похвастайся! Помимо платформы для разработки, Амека также является отличной достопримечательностью, как и наши роботы MESMA и Robotispian. Поразите своих клиентов или посетителей на мероприятии или в аттракционе. Надежность является ключевым фактором, и все наши роботы созданы для длительной работы в реальном мире, а не только в лаборатории. Модульная архитектура позволяет в будущем модернизировать как физическое, так и программное обеспечение, чтобы расширить возможности Амека, и все это без необходимости тратиться на покупку нового робота. Амека можно приобрести или взять на прокат. Сегодняшняя робототехника для завтрашнего искусственного интеллекта. Модульная конструкция. Как аппаратное, так и программное обеспечение является модульным, что делает его легко модернизируемым. Все модули могут работать независимо друг от друга, поэтому вы можете иметь только голову или даже только руку. Нет необходимости в полном роботе. Облачное управление. Созданные с нуля с ориентацией на облачные технологии, все наши роботы могут пользоваться всеми последними достижениями технологического сообщества. Получите доступ ко всем данным робота, управляйте им как своим личным аватаром, анимируйте и моделируйте, все это доступно из любой точки мира. Естественные движения. Мягкие реалистичные движения и расширенные возможности выражения на лице означают, что Амека может мгновенно установить контакт с любым человеком. Амека – идеальная платформа для развития взаимодействия между нами, людьми, и любой метавселенной или цифровой сферой. О чем спрашивают люди? Является ли Амека искусственным интеллектом? Большой вопрос. Амека содержит некоторое программное обеспечение, которое можно назвать искусственным интеллектом, но вопрос не только в этом. Ознакомьтесь с нашим объяснением разницы между роботами и искусственным интеллектом. Основная цель Амека – быть платформой для разработки искусственного интеллекта. Мы любим проектировать и создавать роботов, мы оставим вам и всем другим удивительным, естественно разумным, мозгам создавать искусственный интеллект и алгоритмы машинного обучения и посмотрим, как далеко мы сможем продвинуть технологию вместе.